Нам говорят, что дружба – это лекарство от одиночества, что если окружить себя людьми, ты в безопасности. Но самое острое одиночество случается не тогда, когда ты один. Оно случается, когда ты сидишь напротив человека, которого называешь другом. И понимаешь внезапно и тихо, что он не смотрит на тебя. Он смотрит в зеркало, и ему просто нравится отражение, которое ты создаешь. Представьте человека, входящего в зеркальный лабиринт. Там ярко, там шумно. Куда бы он ни посмотрел, он видит версии себя. Высоких, низких, искаженных, улыбающихся. Он чувствует себя окруженным. Он чувствует, что его видят. Он думает, что так выглядит любовь. Тысячи глаз, смотрящих в ответ. Но он не замечает тень, следующую за ним, фигура, не попадающая в такт музыки, несущая тяжелое пальто, готовая к холоду, в который никто другой не верит. Давайте будем честными. Зачем большинство людей держит кого-то рядом? Мы говорим себе, что это ради связи, но часто дело не в этом. Люди часто не уверены в том, кто они есть, поэтому нанимают других, чтобы поддерживать ту версию себя, в которую хотят верить. Они звонят другу не потому, что им интересно, как прошел его день. Они звонят, потому что он единственный, кто выслушает жалобы, не споря. Они ищут зеркало, которое отражает: ты прав, ты жертва, ты умный. Человек в зеркальном лабиринте перестает смеяться. Отражения напоминают и начинают выглядеть странно. Одно слишком злое, другое слишком нуждающееся. Он пытается коснуться стекла, но оно холодное. Он поворачивается, чтобы уйти, но лабиринт сдвинулся. Яркие огни, которые казались приветливыми, теперь ощущаются как допрос. Он в ловушке комнаты с лицами, но ни одно из них не настоящее. Тень позади него делает шаг ближе, протягивая руку, но человек отбивает ее. «Мне не нужно темноты», — говорит он. «Мне нужен свет». Вот почему современные разговоры кажутся такими пустыми. Даже с этими друзьями мы чувствуем голод. Понаблюдайте, что происходит, когда кто-то пытается поделиться чем-то важным, настоящим, болью, которая его пугает. Посмотрите на слушателя, посмотрите на его взгляд. Посмотрите, как он ждет паузы, чтобы перебить. «Ой, точно знаю. Ой, о чем-то у меня было то же самое вчера, когда и вот так...» Камера отворачивается. Боль была просто карточкой с подсказкой для их сцены. Это не со зла, это просто отсутствие воображения. Они просто не могут представить мир, где они не являются центром гравитации. Они фильтруют слова через свою жизнь не потому, что им не все равно, а потому что это единственный язык, который они понимают. Это заставляет чувствовать себя невидимкой. Это чувство абсолютно оправдано. Для них все остальное – это актеры второго плана, а актеры второго плана не должны затягивать сюжет своими репликами. В конце концов, цена становится выше награды. Один перестает получать валидацию, или другой перестает ее давать. Энергия просто заканчивается. И наступающая тишина оглушает. Нет никакой ссоры, никакого драматического разрыва, просто медленный, тихий дрейф. Люди горюют об этом. Они принимают это на свой счет. Они опрашивают, почему они не боролись за меня. Это тяжелый вопрос, но посмотрите правде в глаза. Они боролись не за человека. Они боролись за комфорт, который тот давал. Это было зеркало, батарейка, реквизит. Когда реквизит ломается,
с ним не борются, его изменяют. И затем электричество отключается, зеркальный лабиринт погружается во тьму, отражение исчезает мгновенно, человек кричит, он тянется в темноту, касаясь только холодного стекла, тысяча глаз исчезла, валидация исчезла, осталась только пугающая тяжелая тишина полного одиночества. Он падает на колени, он думает, что это конец. Это оставляет тебя в долине одного. Но именно здесь, в пустоте, ты освобождаешь место для единственного, что имеет значение — дорога. Настоящая дружба — это единственное, что ломает сделку. Ей не нужен вайб, валидация или истории. Она стоит на общей судьбе. Представьте длинную темную дорогу ночью. Идет дождь, холодно, никто не смотрит. Настоящая дружба возникает, когда два человека оказываются на этой дороге, проходя через один и тот же шторм. Они не смотрят друг на друга, они смотрят вперед, на путь. Они не используют друг друга для комфорта. Они просто выживают вместе. В этом пространстве эго умирает. Ты не можешь играть роль, когда тащишь себя через грязь. Вы видите уродливые части друг друга. Зависть, трусость, слабость. И вы не отводите взгляд. Это создает то, что друзья зеркала никогда не смогут тебе дать. Это создает свидетеля. Свидетель — это тот, кто говорит: я видел это, я знаю, как это было тяжело. Ты был там, и я был там, и мы помним. Они не валидируют тебя, чтобы ты почувствовал себя лучше. Они валидируют твою реальность. Вы помните тень? То, что шла следом на карнавале. В темноте зеркального лабиринта человек на коленях чувствует руку на своем плече. Он вздрагивает, он ожидает монстра, но загорается мягкий свет. Это не прожектор, это не неоновая вывеска, это маленький повитый фонарь. И держит его фигура, которую они игнорировали годами. Невидимый свидетель — это тот, кто держит фонарь, пока вы танцевали для зеркал. Это тот, кто ждал у дверей с теплым пальто, наблюдая, как вы выступаете перед людьми, которые даже не знают вашего отчества. Они не сверкают, они не хлопают, они просто ждут, потому что они пришли не на шоу, им не нужен ваш персонаж. Они ждут, когда упадет занавес, чтобы встретить настоящего человека под костюмом. Они единственные, кто видит сквозь представление, кто смотрит прямо на ту уставшую, сложную, прекрасную душу, которая прячется внутри. Мы проходим мимо них, потому что слишком заняты погоней за людьми, которые сияют, и этот цикл одиночества, потому пока вы гонитесь за зеркалом, которому все равно вы, вероятно, оставляете кого-то другого стоять в холоде позади вас. Или, может быть, трагедия в другом. Может быть, вы плачете сейчас, потому что поняли, вы и есть свидетель. Это вы стоите в темноте. Это вы остаетесь, когда вечеринка заканчивается. Это вы любите зеркало, которое любит только себя. Это одинокая вахта держать свет для того, кто слишком занят погоней за фейерверками, чтобы увидеть вас. Я Юля. Это канал новый. Это маленький огонек в шумной комнате. Ему нужны свидетели, чтобы жить. Если эта история отозвалась в вас, оставайтесь, подпишитесь. Идемте вместе. Спасибо, что смотрели. В этой комнате лишь отражение, но никто не посмотрит в глаза.
Я лишь часть твоего предложения, сцена, где ты главная звезда. Ты влюбился в свое отражение, я влюбилась в тяжелый путь. Ты искал в зеркалах спасение, я хотела с тобой рискнуть. Я стояла у двери с твоим пальто в руках, пока ты купался в овациях и цветах. Но гаснут огни, зал пустеет вновь, а я все там же храню твою любовь. Я свет держу сквозь ночь густую, домой отведу.